Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня, видите, у нас будут сложные конструкции, и я попробую с вами поисследовать тему реализация личности. Это один из основных запросов, в том числе на личном психоанализе. И я попробовала систематизировать то, что я увидела, работая непосредственно с клиентами. Есть предположение, что означает кирпичи и этот высокий стол? Пишите или же задумайтесь. Мы с вами начнем с того, что когда мы говорим про реализованность, про реализацию, профессиональное становление, получение экспертности в чем-то, про работу, про творчество, мы с вами говорим совсем про иную систему координат. То есть существует условно две системы координат. Одна – это мир для меня, мир имени меня. И вторая система координат – это я в творчестве, в реализации, в зарабатывании денег и так далее. Когда мы с вами находимся в мире имени себя, то мы являемся центром этого мира. А когда мы переходим в мир реализации, профессионального воплощения, то тогда желательно, чтобы вместо «я» в центре у нас появилось дело. И вот из-за этой проблемы человек и не может нормально зарабатывать и нормально воплотиться. Давайте с вами сейчас представим, пофантазируем. Вспомните, как вы были в отпуске. Вот вы работали, и вы были в отпуск. Пошли. Вы в отпуске. И вам внезапно приходит СМС или телефонный звонок с работы, и вам задают какой-то вопрос по работе. Представьте это. И теперь давайте это еще разместим в пространстве как конструкцию. Вот вы как себя чувствуете? В отпуске вы на маленьком стульчике, и когда к вам обращаются по работе, вы переходите на более высокий стул? Или же напротив, когда вы в отпуске, вы сидите на высоком стуле, вот эта вся земля и другие люди, они распростерлись у ваших ног, а когда вам позвонили с работы, вы резко уменьшились и уже не можете так свободно и раскованно себя ощущать, как до этого. Вот многие люди ощущают уменьшение себя, сковывание себя, принуждение себя, когда надо работать. Человек как будто становится меньше и менее значимым. Вот если у человека внутри идея вседозволенности, идея безделья центральная, то он всегда будет себя уменьшать в размере, входя в рабочий режим. Но когда человек уже выходит из мира из имени себя, он начинает ощущать вот это вот самое, когда я Ольга Демчук в отпуске, а тут я лектор, я блогер, вот я рассказываю вам что-то. Здесь я достаточно простая. У меня обычные житейские хлопоты, житейские проблемы, потребности приготовить, купить продукты. А здесь я уже прикасаюсь к чему-то большему, чем я. Я пытаюсь исследовать процессы, систематизировать их, анализировать их. И самое главное, я пытаюсь их сформировать в такой продукт, чтобы вам было интересно. Видите, насколько я ухожу от «я главное» к «я для людей». Давайте с вами помыслим,
Вот это я для людей. Вот если я возьму себя, пройду операцию на себе, чтобы не говорить о ком-то, буду говорить конкретно про себя. Вот какие у меня профессиональные ипостаси. Самая первая моя профессиональная ипостась, она у меня на первом месте, я психоаналитик. То есть это основная моя деятельность. Работа непосредственно с людьми, и там я могу проверить свои теоретические знания. Я общаюсь с клиентами, вижу, понятно ли я говорю, рабочие ли мои инструменты, меняется ли судьба человека. На втором месте я преподаватель, я лектор. Я провожу вебинары, школы, и я там преподаю. На третьем месте я писательница. У меня есть 2 книги, и я собираюсь писать еще. И на третьем месте я блогер. Потому что блогерство – это по чуть-чуть от психоаналитика, по чуть-чуть от лектора, чуть-чуть от писательницы. Это когда я пишу посты и сценарии для тех роликов, которые я для вас снимаю. И во всей этой трудовой деятельности я психоаналитик, я определенная, лектор, я еще какая-то, писатель, еще какая-то, блогер. Вот вы меня знаете в основном, ну, большинство из вас, те, которые не были еще на школах, как блогера. И для своего блогерства у меня есть определенные критерии, которым я соответствую, когда готовлюсь к съемке ролика. Первый критерий – это смысл, чтобы мой ролик имел глубокий смысл. И этот смысл всегда я черпаю из практики. То есть я говорю то, что прошла вместе с клиентами и испробовала всегда на себе. Второй момент – это не банальность, креативность. Видите, я креативничаю, то с кирпичами к вам прихожу, то с чертиками на руках, то еще как-нибудь. Креативность, она нужна не только для того, чтобы вам было интересно смотреть, и ваше сознание куда-то не ускользало, а еще для того, чтобы мне не было скучно. То есть я креативлю, чтобы мне не было скучно. Как видите, я регулярно выпускаю ролики, и поэтому мне нужна креативность для самой себя, чтобы не заскучать. Третье – это понятность. Когда я пытаюсь излагать материал, я стараюсь его излагать понятно для вас. Я понимаю, что у вас разные уровни представления о внутреннем мире, о психике, но я говорю такими словами, которые понятны, без терминологии. Актуальность ролика, визуал. Я мою голову каждый раз перед роликом, делаю макияж небольшой и регулярность. Вот когда я перечисляю вам эти критерии, вроде бы все понятно и просто, но мы с вами в реализованности сталкиваемся с тем, что у нас нет конкретных критериев, а нам хочется вот что-то такое. Вот чтобы я была известной, чтобы все мной восхищались, чтобы вот вообще писали такие комментарии. То есть когда человек переходит в пространство, из пространства профессионализма в пространство мира имени себя, там критерии становятся непонятными. Давайте с вами, вот я как раз получила вопрос, психоанализ онлайн, кстати, вы можете стать спонсорами и тоже присылать свои вопросы, буду на них отвечать. Там девушка задавала вопрос, почему, когда мне надо идти на какое-то торжественное мероприятие, у меня внутри начинается паника, перенапряжение, тревога. Точно такие же события происходят с человеком перед тем, как он выходит к людям. Вот это вот выйти к людям. И согласитесь, реализованность без выхода к людям невозможно. Даже Пелевин, который прячется от своих читателей, его никто не видит, никто не знает, где он все равно общается с людьми через свои тексты. То есть, когда мы говорим о реализованности, нам надо понимать, что мы выйдем к людям, что мы покажем себя людям, что мы будем общаться с людьми или через видео, или через тексты, или непосредственно. И вот в этом контакте и возникают все проблемы. Вот вы идете на торжественное мероприятие, когда вы хотите выглядеть опрятно, вот как я вам про ролики говорила, да, актуально, не банально, со смыслом. Я хочу выглядеть опрятно.
И я хочу, чтобы мне было удобно. Вот мне, например, важно, чтобы моя одежда была удобная, потому что в неудобной одежде этот дискомфорт, он начинает раздражать, и у меня портится настроение. Итак, удобно, опрятно. Все понятно, что одевать. Но как только моей целью становится впечатлить кого-то, произвести впечатление, сверх какое-то впечатление, или же вызвать у человека какую-то эмоцию, или же принудить его испытывать что-то ко мне, или же принудить его как-то воспринимать меня, я сама попадаю в ловушку. И если я, как блогер, выхожу и думаю о том, понравлюсь ли я, а что они мне напишут, а сколько они мне лайков поставят, я начинаю находиться в пространстве без критериев. Это пространство очень неудобное, потому что в нем ничего не понятно. И человек, который находится в мире имени себя, он все время хочет быть лучше, чем он есть на самом деле. Вот эти кирпичи я же не просто так взяла, вы же поняли. То есть фактически я, когда пытаюсь быть лучше, я кирпич за кирпичом начинаю подкладывать их под себя, и в конечном итоге у меня образуется конструкция, на которой мне очень неудобно сидеть, она шаткая. Вот эта шаткая конструкция – это когда я пытаюсь принудить других воспринимать меня как-то. Люди многие называют это «мне хочется быть лучше», но на самом деле это не хочется быть лучше, а хочется, чтобы меня воспринимали лучше, чем я есть на самом деле. Это как похудеть к лету. Человек ест, 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 а потом к лету начинает худеть, и он все равно не худой, если он много ел. Точно так же и человек, который вот он такой есть, ну, немножко может быть лучше, а человек от себя начинает требовать, вот это вот очень сильно лучше, вообще лучше. Вы меня должны воспринимать намного лучше, чем я есть на самом деле. И когда есть вот этот запрос на лучшесть, вот многие присылают вопрос, они говорят, вот у меня мало лайков, у меня мало просмотров, у меня мало положительных отзывов или вообще комментариев под видео. Вот когда человек начинает зацикливаться на только этих критериях, не на критериях качества, которые я перечислила, то человек, я, с вашего позволения, сойду с кирпичей, потому что сейчас упаду. Будет упавшая Демчук в кадре. Итак, наша лучшесть, я подкладывала кирпичи, я пыталась достигнуть какого-то определенного уровня. Вот мои кирпичи меня делали вровень с этим положением «я лучше». Но эта «я лучшесть», она у профессионала возникает постепенно и неизбежно. Вот те, кто со мной уже там больше, сколько уже, 5 или 6 лет мой YouTube-канал, которые меня видели в начале, вы видите, как я расту. Я специально не удаляю первые ролики, чтобы был виден рост. То есть этот профессиональный рост, если ты стремишься быть качественным блогером, будет неизбежным. Но когда ты начинаешь изображать о себе лучше, то у тебя будет потом отвращение перед тем, как пойти снимать ролик, или перед тем, как выступить, или перед тем, как выйти к людям, перед тем, как задать вопрос на лекции, явить себя людям, перед тем, как написать. То есть вот эти вот непонятные критерии, когда я не ставлю себе конкретную задачу, а ставлю себе задачу произвести какое-то такое впечатление, они в конечном итоге будут вызывать, даже мысль о реализованности будет вызывать отвращение. То есть человек себя будет чувствовать все время таким спрессованным, принуждаемым к чему-то, чем он на самом деле не является. Итак, когда мы с вами говорим про реализованность, мы говорим, что нам надо выходить к людям. Вот в детской системе координат, в инфантильном способе попытки реализовываться, у человека главная цель – это нравиться. Потому что для ребенка, чем он больше нравится, тем ему больше дадут. Если я нравлюсь своим родителям, значит, они мне больше дадут. И в такие же отношения человек вступает и с другими людьми. Вот эти все лайки, хвалебные отзывы, просмотры и так далее. Это важно. Но это не должно быть в ядре. Вот это я понравился, значит, мне дадут то, что я хочу. А взрослый человек, если я произведу полезный для других продукт, то я с другими людьми обменяюсь
на то, что я хочу. Видите, эта позиция всегда отдающего, а многие в реализованность заходят вбирающими, берущими. И тогда возникает ощущение, что я делаю, делаю, а мне все мало и мало. А когда я отдающая, я понимаю, что я получаю ровно столько, сколько произвела. У меня тогда есть ощущение справедливости. Приведу вам один случай, тоже про реализованность. Мы как-то с подругой сидели в ресторане, она мне говорит, ужинали, и она мне говорит, мне нужен твой совет как психоаналитика. И я очень остро ощутила, как я перешла в другую систему координат. До этого я была расслабленная, такая улыбающаяся, немного глупила даже, не думала над тем, что я говорю, потому что человек свой. Но как только она мне задала этот вопрос, я почувствовала вот эту ответственность. То есть я переместилась на более высокий стул. Вот то, что я вам говорила в самом начале, вот в отпуске ты наконец-то сел на высокий стул, не сидишь на этом униженном маленьком. Или же ты наоборот понимаешь, что ты деградировал до себя маленького, а когда ты работаешь, ты больше. И вот это вот момент, то, что я подросла, я начала анализировать, я же люблю себя анализировать. И в этом подрастании я поняла, что когда я вхожу в аналитическую позицию, то я, пусть я вот эти прекрасные кирпичи, то я как личность, как сознание у себя в том числе. То есть мой профессиональный статус – это гораздо больше, чем я субъективная, потому что я у себя становлюсь в том числе. Я в профессиональности стараюсь быть объективной. Насколько у меня это получается, аналитичной. И это состояние включенности сознания в попытке быть объективной делает меня больше, потому что мне становится доступна истина. Ну, в небольшой ее части, конечно. Я, во всяком случае, стараюсь быть непредвзятой. И вот пока этот кайф не появится, вот это вот понимание, что в профессиональном становлении или в профессиональной реализованности я подрастаю, я становлюсь больше, чем просто я без профессии. Вот когда появляется этот кайф, реализовываться дальше будет легче. А до этого будет все время ощущение, что я прекрасно тут сидела, играла в шарики, и тут мне позвонил начальник, я говорю, да, я слушаю вас. То есть я уменьшаюсь. И вот эта вот озабоченность собой, она больше всего мешает в реализованности. То есть личность в профессиональной реализации может быть инструментом. Вот, например, когда я принимаю людей, я хирургический инструмент, и я понимаю, что я острый достаточно инструмент, и я стараюсь как нейрохирург скальпелем делать небольшие надрезы. Насколько у меня это получается? Я, в всяком случае, стараюсь. У меня есть понимание критериев. Когда, например, я блогер, я произвожу продукт. Мои видео – это продукт моей деятельности, товар, можно сказать. И я свой профессионализм определяю по качеству этого продукта. Насколько этот продукт качественный. Видите, там ничего нету про ОД Ольгу Демчук. Там есть про то, что я делаю как делатель, а не как Ольга Демчук. Например, когда я провожу школу, я создаю события. Я источник события. Я пространству предлагаю событие, какое-то действие. Но там ничего нету, о Боже, придут ли ко мне на школу, о Боже, посмотрят ли мое видео. Потому что как только я начинаю так мыслить, я создаю невыносимость у себя и уже не могу быть профессионалом. Я с высокого стула профессионала пересаживаюсь на маленький стульчик субъективности и как
курочка во дворе, что-то вот лапками там рою себя внутри, все думаю о том, как я, мне, меня, я. Вот когда люди снимают видео перед камерой, и они направляют на себя, то есть они видят себя в экране. Вот они не могут оторвать от себя взгляда, и они вот перед камерой, как перед зеркалом, что-то там изображают из себя, да? И становится очень сложно думать. Попробуйте что-то говорить на камеру, когда она повернута на вас, или когда развернута. Когда ты смотришь на себя, ты не можешь думать. Вот человек слишком зациклен на себе, он все время смотрит на себя пристально и придирчиво. Поэтому сил на реализованность не хватит. А реализованность требует много энергии. И в первую очередь ее надо экономить, выходя из мира имени себя. Я завершила. Многие люди из-за того, что не понимают, как пройти в конце итог, многие люди из-за того, что не понимают, как пройти эту границу, то есть они пытаются из мира имени себя реализовываться, и они устают, плюют, бросают, и нет регулярности. Потому что они не могут пролезть в игольное ушко вместе со своим вот этим вот «я». Человек должен быть маленький в реализованности, а его действия должны быть большими. А сам он маленьким. Уменьшаться до инструмента. Так, приглашу вас на вебинар про тело. Тело – это основа всего. Если мы не понимаем, что с нашим телом, мы не поймем, что с нами. И я как бы могу уйти очень далеко в своем обобщении, в делании выводов. А тело – это самое начало, самая база. И этот вебинар, думаю, подойдет еще для родителей, у которых есть дети, чтобы ребенку объяснить, как обращаться со своим телом, как понимать сигналы собственного тела. А вас я попрошу написать, что вы думаете про реализованность. Попробуйте сформулировать, что в вашем понимании реализованный человек. И, конечно, проанализируйте, а что именно вам мешает. Попробуйте это сформулировать одним предложением, а я буду отвечать на ваши комментарии. Буду давать какие-то, может быть, свое видение на то, что вы пишете. Я с вами прощаюсь. До встречи.